Японский геймдев. Он всегда выделялся своими необычными идеями, новыми интересными механиками и совершенно безумными играми. И хотя не все такие игры являются хорошими, и не все элементы этих игр реализованы в лучшем виде, но сегодня мы поговорим об игре, предлагающей новый опыт в плане повествования. Мы поговорим о 999. 9 Holes, 9 Persons, 9 Doors. Или как будет более благозвучно, 9 часов, 9 человек, 9 дверей. Данная игра изначально вышла в 2009 году для платформы Nintendo DS и в последующем получила несколько переизданий. В настоящий момент лучшим способом поиграть в нее является версия для PS4 и ПК в составе сборника Zero Escape The Nonary Games, вышедшем в 2017 году. Тем более, что сейчас вышел фанатский перевод, но только в режиме бета-версии, из-за чего тут и там появляются опечатки и ошибки, но это не критично. Сама игра — это первая часть трилогии, а сборник Zero Escape The Nonary Games содержит первые две игры. 999 принадлежит к двум игровым жанрам — квест и визуальная новелла, которые делят игру на этапы. Каждый из этапов четко разделен друг с другом. Причем в новельных этапах можно переключаться между видами — условный квест и визуальная новелла, где как в старых новеллах будут выводиться текст поверх картинки. И причем там будут не только реплики персонажей, но и их переживания, а также описание действий и все происходящее вокруг героев. В игре сразу можно посмотреть древо всех возможных рутов, которые можно открыть из меню «История». В посещенные ранее отрезки истории можно в любой момент вернуться и переиграть. Причем в последних версиях игры, в отличие от оригинала, сделали возможность вернуться в нужный отрезок, изменить только решение выбора и можно перескакивать дальше, ответ будет сохранен. В оригинальной же игре нужно было переигрывать всю игру с момента развилки, хотя и есть возможность пропуска диалогов. В квестовые же этапы с поиском предметов, решения загадок и нахождения выхода из комнаты мы входим не одни. Нас всегда будут сопровождать другие персонажи, и это объясняется правилами той самой смертельной игры, в которой оказался главный герой. Сами квестовые этапы очень линейны. Вещи, подобранные в этапе, применяются только в рамках самого этапа, что делает невозможным маневр для софтлока. Загадки не очень сложные, но все обставлено довольно логично. И их решение всегда разнообразное и не дает заскучать. На некоторых из них можно застрять, но никогда не будет такого, как, например, взять пистолет, разобрать его, взять пружинку из пистолета, положить под дверь, чтобы ее взял кто-нибудь, и за это дал тебе ключ от двери, хотя проще было бы прострелить замок. Если какой-то элемент загадки вызывает сложность, то напарники будут давать подсказки, создавая иллюзию коллективного решения головоломки. Если решение вам совсем не дается, другие герои буквально будут разжевывать ответ, что для некоторых может казаться оказуаливанием. Но это также работает на раскрытие персонажей и не дает подолгу тормозить сюжет игры. К слову, в игре нет никакого пиксель-хантинга, и даже с геймпада играть совершенно комфортно.
Персонажи собрались очень разного типажа и характера. Тут и легальная воля, и мудрый старец, и амбал, и даже танцовщица. Но далеко не все они являются теми, кем нам их представляют. Например, Ясера, хоть и выглядит как девушка легкого поведения, но потом мы узнаем, что она уже имеет 2 взрослых детей, раньше работала в фирме, связанной с кибербезопасностью, и неплохо управляется с компьютерами. В ходе прохождения сюжета в каждой из веток можно узнать много интересного о самих персонажах, о том, что их связывает, и о мире игры. В финале кажется, что буквально каждый из персонажей оказался здесь не случайно, даже эпизодические личности, как тот же человек с 9-м браслетом, которого выпиливают еще в самом начале игры. В игре 6 концовок, которые можно увидеть еще в меню сохранения под знаками вопроса. По мере прохождения они будут открываться и в сейве. Каждая из концовок оставляет чувство недосказанности и нераскрытой тайны, побуждая игрока еще раз перепройти игру, но на этот раз по другой ветке, чтобы узнать новые детали истории и заглянуть на нее под другим углом. После прохождения каждой из веток на общей карте показываются ключики с замком нужного цвета, чтобы открыть одну из правильных концовок, так как, не зная нужного порядка, вы скорее всего выйдете на плохой финал. Но главная тайна, кто является Зеро, не будет раскрыта до самого конца игры. Внимательные игроки видят, что концовок в игре 6, но веток всего 5. Только после прохождения всех веток, ладно, шучу, не всех, только определенных 2, нам откроется еще одна ветка, ведущая к истинному финалу. В ней же будет представлена главная фишка игровой вселенной. Внимание! Сейчас будут спойлеры к игре, поэтому всем остальным я лишь могу сказать одно. Если вы сами хотите познакомиться с данной игрой, бегите и играйте. И запомните, не завершайте ее до тех пор, пока не пройдете на все концовки. Пройти один раз, выбить нужную концовку и забить недостаточно. Каждая из веток важна, и ваша задача найти эту 6-ю ветку с истинным финалом. А теперь спойлеры. В мире игры присутствуют элементы научной фантастики. Пока мы проходим по одной из веток, то нам уже намекают на некое морфогенетическое поле, которое связывает все живое. За более подробными объяснениями лучше обратиться к игре. И именно такой силой и обладает главный герой. Он может перемещаться из одной ветки в другую, сохраняя память в морфогенетическом поле. Пока еще в первой игре это проявляется не так ярко, а главным лейтмотивом в 999 служит связь героев, один персонаж может синхронизироваться с другим, преодолевая пространство и время. Но все детали будут раскрыты в истинном финале. Описывать его, как и многое-многое другое, как тот же Лед 9, Гигантик и его место в сюжете, Алис, упоминание Шелдрейка, было бы, наверное, слишком жестоко для вас. Лучше сыграйте сами и разгадайте тайну, кем является Зеро и зачем он собрал вас в этом месте. Если хотели что-то необычное от жанра квест, то советую поиграть в 999. Тем более это лишь первая ступенька в трилогии, и в последующих играх механики игры будут развиваться, а сюжет перерастет в нечто более глобальное. А теперь спасибо за внимание и всем до встречи. Спасибо Дмитрию Небелюзу за организацию конкурса, ссылка на его канал будет в описании. Также вы можете посмотреть полное прохождение 999 на моем втором канале, ссылка также внизу под роликом. До встречи!